Здравствуйте, дорогие друзья! Рядом со мной композитор, поэт, автор-исполнитель, певец, продюсер, человек, который написал, оказывается, я вот к своему стыду не знал, оказывается, написал столько песен для разных наших любимых звезд. И человек, который написал огромное количество песен, гимнов. Вот я, например, не знал, что гимн «Газпрому» даже. Это десятилетие, так скажем, да. Гимнов много. Да, это Игорь Корнилов. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, но столько мне и поэт, и ты перечислил все. В принципе, И просто певец и человек, композитор. и Да, самое, давайте и так самое скажем. главное, что мне дорого и близко больше всего, это человек, который написал около 50 песен Тюменской области и всем городам Ямала. Да, посвящений много. Посвящений много, и альбом называется «Северный край». И вот одноименная песня, когда я побывал уже в Салехарде, в Новом Уренгое, в Ноябрьске и так далее, и я когда ее услышал, я понял, что действительно песня написана настолько от души и спета душой. И сейчас, дорогие друзья, что самое интересное, что уже поколение вырастают молодежь на этих песнях, потому что папы слушают, мамы слушают, и Дети по радио танцуют. звучит на Дети местных танцуют, да. радиостанциях. Я всегда хочу спросить, да. что тебя-то туда занесло? Я-то, Ну, понятно, ехал за вдохновением и написанием новых да. песен. Вот, да, то есть я что-то ответить должен? Нет, Так я-то просто получается. представляю тебя. Сейчас задам вопрос. А, Да, значит, человек родился в Одессе, в Одессе. Вот, потом жил какое-то время в Таджикистане. я вырос в Таджикистане вообще. С 2 до Да, 17 лет не какое-то время, это вся юность. Это да. Причем я заметил, что многие люди, которые вот из Таджикистана, они вот тоже такие вот душевные, какая-то там тоже определенная атмосфера, и музыкальные тоже, кстати. мгм. Вот, и там начал интересоваться музыкой, любит классику. Вот, но первый вопрос, вот, когда ты почувствовал, что ты готов петь песни как вот, как певец? Как ты созрел, вот, как почувствовал, что я певец, все, я буду петь песни сам? Не, ну оно постепенно, это было с 13 лет, это гитара, желание понравиться девчонкам. Тогда что было вообще круто, да, гитара Конечно, вообще? мне дядя Коля оставил ее, на северах работал, и как приезжая к нам в Таджикистан в гости, оставил гитару. У него везде были гитары, он мог себе позволить все-таки. Ну, вот тогда вы На ехали севере за работал, да, длинным рублем, как говорите. шахтером работал, поэтому все у него было хорошо. Ну и когда пошла такая череда гитар, и был ансамбль в Доме пионеров, ребята. Когда на концертах я смотрел с завистью, вот бы мне тоже научиться все, и смотрел реакцию девчонок, это все. В общем, гитару я покорил в 13 лет. За лето, с сентября уже играл в вокально-инструментальном ансамбле при Доме пионеров. Второй состав, более молодой, и почему с бас-гитары начал. Как ни странно, Интересно, бас-гитару да. изучил вообще это. Потом были коллективы при школе А и тогда все бас-гитары прочее. были такие еще не очень Да, удобоваримые, да, да? но тем не менее, но это было все вживую, Ну да, и да. как бы там не Пальцы пытались. болели тогда от В такой общем, гитары? и тогда начался мой вокальный такой, это было, конечно, старался петь громко, гнусаво, так. Что песня, первая песня, причем, которую представлял людям, это была песня Никольского, ну, группа «Воскресенье». Ну да, конечно. Мой друг художник и поэт, дождливый вечер. Это реально так Ну да, звучало. да, Потом да. слушаешь даже какие-то записи более ранние, когда я на Ялта, Москва, Транзит 93, кстати, конкурсантом был. И вот такой тоже вокал, потому что профессиональному вокалу не учились. Вокал профессиональный появился позже, а тем более такой вот, как скрипацой, люди говорят, ну, у тебя вот эта вот хрипотца такая мощная, фирменная. Это сейчас. А раньше был нормальный, гнусавый мальчачий голос, как практически все так пели. Потом думаешь, ё-моё, это на этом еще денег зарабатывал, каких-то вещей. Все это случилось позже, становление вокала, настоящего вокала, да, профессионально. А до этого было желание вот понравиться, выразить эмоции как могли, что Господь дал и природа. С родителями. Мне нравится, во-первых, что ты все время говоришь слово Господь, и даже в интервью сегодня человек верующий. Да. Вот. И еще такой вопрос, чтобы люди поняли твою глобальность. Потому что Слово на самом глобальность. деле многие песни твои знают, естественно. Я не говорю, что не знаю. Медийности не хватает, да? Не Лица твоего не хватает просто полноты картины. Вы знаете, это вот я сегодня вроде готовился к программе,
но не доготовился. Вот расскажи, для кого написал песни еще? Ну, самая такая знаковая, которую песню все знают, потому что вот я родился в мае, 18 мая, и когда песня появилась «Май-май» в исполнении Кристины Орбакайте, которая стала народным хитом, Мгм. не побоюсь этого слова, это реальный хит, Да. хотя написано было с Кристиной несколько песен. Это, соответственно, Орбакайте, Алла Борисовна Пугачева, музыка остается музыкой, а невестки, Ирина Салтыкова, группа «Комбинация», Вадим Казаченко, Лариса Черникова, Татьяна Овсиенко, Виктор Рыбин, Наталья Синчукова. Ну и И вот какие-то еще последнее такие. событие, значит, Ярослав Сумишевский, да, да. это Ярослав Сумишевский. Вот была сольная песня, я думаю, еще продолжим. Вот И сегодня мы в программе говорили, давай был сейчас дуэт. еще откроем этот секрет, что вы записали, уже это не секрет, как бы, я в программе потом послушаю полнее наше общение. Вот расскажи, Мгм. как вы с Ярославом записали дуэт и что ты ему еще подарил песню. Ну, с Ярославом начали, опять же, нас с севера. Мы познакомились в городе Лабытнанги, когда вместе выступали на одной площадке на День города. Много лет назад была Обь, переезд в Салихард. Пообщались, и тогда договорились, давай-ка что-то попробуем написать. После был славянский базар, и с ребятами стали дружить. И была написана песня в подарок абсолютно. Песня «Стены», которую приняли поклонники Ярослава Сумишевского при огромном количестве тех песен, которые он поет и которые ему пишутся, присылаются. И в пандемию случился квартирник. Ну, квартирников не то, что случился, квартирников у Ярослава было очень много. Это хорошие очень квартирники, миллионными просмотрами. И там, где я участвовал гостем, мы спели несколько дуэтов. Два. Это песня «Северный край» в дуэте с Ярославом и «С днем рождения тебя, мой брат». То есть песни уже больше 10 лет. Но тогда зародилась идея, так как ее приняли в нашем дуэте, у нас как-то голоса воспринимаются вместе хорошо, когда люди говорят или сливаются, да, или дружат голоса. И мы тогда решили эту песню написать. Она была записана, и потом ждала время воплотиться в видеоклип и, соответственно, быть выпущенной. Буквально вот на той неделе состоялся релиз ее на всех И цифровых песня, на самом площадках. И деле, видеоклип, который пользуется огромной популярностью. Спасибо Ярославу и всей команде. В общем, песня пошла. И песня посвящение всем друзьям и братьям. С днем рождения я тебя, хочу мой брат. сказать, что она вот настолько написана, я ее послушал сегодня буквально утром, эту песню, она, понимаешь, что там вот эта пеница, бокал, пожелания там, чтобы и в семье, Здравия и тебе да, навсегда, здравия тебе да. навсегда, да, то есть там на самом деле вот действительно человек искренне желает другу. И вот я хочу сказать, что исполнение Игоря, это вот все песни, они идут от души. Вот я много встречаю звезд, много встречаю разных исполнителей, очень многие талантливые люди, но не всегда, понимаешь, вот идет такая волна, как тебе сказать, которая буквально тебя накрывает. И вот, понимаешь, когда ты слушаешь песню, когда я первый раз услышал негласный гимн Ямала, да, а, это «Северный край», так и Мгм. называется альбом и песня. И я тогда понял, что вот там ни отнять, ни прибавить. И главное, что Игорь сказал, что эта песня писалась долго. И видно, что там вот все слова, прям они вот, ну, как сказать, как должно быть, мне кажется. Поэтому вот... Просчитанный, да, нехорошее да, слово. За каждое слово можно ответить. да. Всё так. Поэтому я Да. восхищаюсь этим человеком. Я спросил, чем ты занимаешься в свободное время. Кажется, у него есть что-то типа дачи, Домик в домика, деревне. дом в Домик в деревне, деревне. да. Он любит Хозяйственные работы. позаниматься чем-то на воздухе, на природе. Оно, наверное, все-таки хорошо. Отвлекает. Вот, и сейчас я хочу пожелать твоей семье, тебе, хочу пожелать здоровья, благополучия, процветания. И чтобы вот те идеи, те планы, которые у тебя есть в жизни, да, чтобы они обязательно реализовались. И дорогие друзья, когда позвонил, Игорь был как раз на Ямале. Вот он говорит, меня сейчас нет, я приеду и приду в студию. И буквально мы созвонились в выходные, как он сказал, и вот он здесь и сейчас. Да. И я тебе Еще очень раз здравствуйте. да, и я очень благодарен, что ты не отложил нашу встречу в долгий ящик. Вот, человек слова, человек дела и человек очень талантливый. И я призываю всех подписываться на YouTube-канале, есть во всех Да, социальных ну, сетях. и в Телеграме. Игорь Корнилов, найдете музыкальная страничка.
там все новости. Поэтому, дорогой, успехов тебе. Да, Спасибо, продолжай в Леся. том же духе. Ничего Спасибо, не надо Олег. меняться. Будь Спасибо, таким же, идем как вперед. здесь и сейчас. И Да. верим в лучшее. Вперед из песни, как Вперед из говорится. песни, да. Песни А, строить и жить помогает. Да, всем всего доброго и берите пример с лучших.